Никто не понимает Яхве императора Квинси. Зрители в комментариях считают его обычным злодеем арки, который не ровня Айзену, а видео от других ютуберов безбожно устарели, ведь в аниме нам добавили много новых каноничных сцен. В этом видео мы пройдем с Яхве его жизненный путь, влезем в его шкуру и попытаемся понять характер, мотивацию и причины вторжения в сообщество душ. Ну а с вами Тада. Вы на канале Steel Editing, и здесь мы рассказываем про то, что нам интересно. А начать монолог стоит с самого начала, с рождения самого Яхве. Если быть точным, тогда у него еще не было имени. Он сын короля душ, существа, которое может считаться началом всего сущего. Его изначальная душа находилась в первобытном море, месте, где не было ни жизни, ни смерти, только король душ. В третьей серии третьего Кура нам показывают эту предысторию флешбеком Ичиго. В аниме видно, что душа героя этого видео растет, можно даже сказать стареет, и все хорошо, пока король душ не решает разделить первобытное море на 3 мира и не запустить цикл жизни и смерти. Король разделил себя на части, оставшись в виде пустой оболочки поддерживать все миры в балансе. Нам показывают, что смерть отца оплакивается будущим Яхве, но круговорот душ захлестывает его, появляются люди, пустые и шинигами, и вот он уже вынашивается и рождается уже как человек у безымянной матери. Ее личность совершенно не важна, ей просто не повезло родить ребенка, который не мог ничего, не видеть, не слышать, не говорить, даже двигаться не мог. Но вместо того, чтобы пойти в собесы и получить деньги за ребенка-инвалида, она позволяла его трогать всяким дядям и тетям. И неспроста. Ребенок был единственным человеком в мире, который мог отдавать частичку своей души всякому, кто его касался. Эта частица делала то, что не могла исправить душа коснувшегося. Она исцеляла болезни и хвори, давала мужество слабым, отращивала утраченные конечности, а взамен впитывала все таланты, знания и опыт души реципиента. После смерти же этого человека частица души возвращалась обратно к ребенку, вместе с тем, что впитала. Люди, прикоснувшиеся к младенцу, не жили долго, платя за исцеление своим долголетием. Многие проживали несколько лет, иные пару дней. Но несмотря на это, слух о чудодейственном ребенке разлетелся по свету. Его поддерживали тысячи и тысячи людей, связывая свои души с его душой и напитывая его знаниями, способностями, а также передавая свои эмоции. И это важное дополнение из аниме, оно нам еще пригодится. Такова его первая и врожденная способность — отдавать часть своей души, взамен усиливаясь и продлевая себе жизнь за счет вернувшихся вместе с этими частями сил и способностей. То есть Яхве по национальности коллектор. Вскоре ребенок начал осязать мир, видеть, слышать и ходить. И первое слово, которое он услышал, это Яхве, имя Бога, которое придумали люди. И он решил взять это имя себе. Его зовут именно Яхве, а не Юхабаха, как думают некоторые, иногда даже придумывая шизотеории на тему того, что это его человеческое имя. Да, в озвучке вы слышите... но записывается оно именно как Яхве. Тайта Куба в одном из ответов пояснил, что изначально он должен был именоваться Юхабах, но оказалось, что это имя может вызывать проблемы за пределами Японии, и поэтому написание имени изменили. Но вот наши сканлейтеры поменять имя не удосужились, и поэтому в переводе манги в целом ряде глав красуется Юхабах. Стоит упомянуть, что Яхве называют отцом Квинси, а Ишин Куросаки говорит о том, что во всех Квинси течет кровь Яхве. При этом он не является первым, кто обладал силами Квинси вообще. Помимо самого короля душ, его правая рука Пернида и сердце Жерар Валькирия, получив самостоятельную личность, также обладали этими силами. А они существа явно более древние, чем Яхве. Тем не менее, все люди, которые пользовались передачей сил от Яхве ребенка, научились использовать духовный лук и стали Квинси, продолжая свой род уже естественным путем. Следующий период жизни Яхве — это времена его расцвета как императора Квинси, создание империи Квинси под названием Лихтрейх и дальнейшее покорение северных земель. Яхвач того времени силен, могуч, окружен своей верной армией и уже выгравировал на своей душе шрифт А — Almighty. Он уже видит будущее, и поэтому
поэтому завоевания даются ему легко. Однако Almighty блокирует его врожденную способность делиться и возвращать частицы своей души, поэтому он отчаянно пытается найти того, кто сможет уравновесить его, и этим кем-то становится молодой Юграм Хашвальд, Квинси со способностью такой же, как и у Яхве, отдавать и делиться своей душой. Правда, поглощать обратно и усиливаться, как делает это сам Яхве, Юграм, судя по всему, не может. Во флешбеке Базарда и Хашвальта Яхве рассказывает о том, что Юграм является его второй половинкой, и поэтому он забирает парня к себе. Сила Яхве устроена таким образом, что для поглощения силы душ после смерти их носителей Яхве нужно поспать, а на это время бремя Almighty должно быть передано другому. Получается, после получения Almighty и до встречи с Хашвальтом Яхве вообще не спал и не возвращал души к себе. Без возвращения душ обратно к нему его собственная душа стачивалась, и он постепенно откатывался в слепого, глухого и неспособного двигаться человека. Это один из страхов Яхве. Страх снова деградировать до состояния овоща. И он является лишь штрихом к основной мотивации. Запомните это. И раз уж речь зашла про всемогущество, мне стоит рассказать и про эту силу. Всемогущество, абсолютная власть или же просто The Almighty — это сила, которая, по словам самого Яхве, является доказательством того, что он истинный Квинси и сын короля душ. И в данном случае ему можно верить, ведь главной визуальной отличительной чертой Almighty являются многозрачковые глаза. А у короля душ, как вы можете видеть, 4-зрачковые глаза. Тут стоит сделать сноску и сказать, что Ичиго не обладает Almighty, а на кадре, который обычно предлагают в качестве доказательства, видно, что у Ичиго вполне себе один зрачок, а остальные 4 это лишь отражение глаз короля душ. Но я отвлекся. Almighty позволяет Яхве видеть множество вариантов далекого будущего, а если он что-то видит, значит сражаться этим против него бесполезно. Он знает про все способности врага, он знает, что враг будет делать, как бить, как двигаться. И даже не только враг, он видит будущее всего сущего, почти всего. Это невероятно сильная способность, и мало кто из персонажей других сёнэнов может с ней сравниться. Сын короля душ поистине могуч, но лишь немногие знают, что это еще не все. Яхве не просто видит будущее. Настоящая сила Almighty в том, что он может менять будущее по своему желанию. Поставить ловушку прямо под ногу — это самое банальное, что может Яхве. Изменить будущее так, чтобы сломался Банкай Ичиго и тот не смог им пользоваться? Да как два пальца. Изменить будущее, в котором он уже умер. Каждый день за завтраком такое делает. Шучу. Не шучу, он реально может буквально воскреснуть из мертвых. Точнее, изменить будущее на то, в котором он не умер. Кажется, что такое существо невозможно победить? Ну, наши ребята все же смогли его одолеть. И сейчас самое время сказать о том, что вы можете поддержать меня и получить свой бонус согласно уровню подписки на Бусти. Там видео выходят раньше, чем на Ютубе. Есть реакции на аниме и эксклюзивный разговорный контент. Присоединиться к нашему большому Бустею 13 можно по ссылке в описании или отсканировав QR-код на экране. Отдельное спасибо главному герою Onyx Драгону и главнокомандующим Найт Киви и Николаю Бондаренко. Через некоторое время после встречи с Хашвальтом происходит следующее событие в таймлайне, которому посвящена отдельная новая сцена в аниме. К императору Квинси приходит Ичибей, и эта сцена один из ключей к пониманию личности и мотивации Яхве. Ичибей приходит с позиции доброго старика, который делает шикарное предложение. Давайте вы будете где-то там в мире живых копошиться, создавать какую-то империю, подминать под себя всех Квинси, но не будете лезть в дела шинигами, не будете слишком много убивать пустых и вообще никак не зарыпаться на сообщество душ. Но Яхве это не устраивает, и он спрашивает: кто же тот нехороший человек, который разделил 3 мира и заставил души бояться смерти? Ичибей говорит, что это все задумка короля душ, на что Яхве отвечает: «Мне ведомы мучительные крики душ, вернувшихся ко мне.
Мне ведома мучительность людей, которые боятся смерти и цепляются за жизнь. Именно поэтому я в начале ролика сказал, что Яхве вместе с душами перенимает не только знания и опыт, но и эмоции людей, с которыми делится своей частицей души. Аниме нам это шикарно визуализирует, и из этого факта мы можем почерпнуть очень многое. Смотрите, Яхве отдает частицу души, она сживляется с душой человека и вбирает в себя его эмоции. Временами грусть, временами радость, а под конец страх смерти, в момент, собственно, самой смерти. После чего частица с этими эмоциями возвращается обратно к Яхве. И так каждый раз. Эмоции обо всем на свете у разных людей могут быть разными, но есть единственная эмоция, в которой все люди равны — страх приближающейся смерти. Велотекущий страх во время их жизни и острый за секунду до смерти. А учитывая то, что к нему возвращаются частицы Квинси, которые скорее умрут в бою с пустыми, чем мирно во сне, вы сами можете себе представить, что будет с ментальным состоянием любого существа, когда к нему каждую ночь прилетает по паре сотен частиц душ, и каждая из них буквально кричит о том, что не хочет умирать. И так продолжается в течение сотен лет. К этому мы прибавляем его собственный страх превратиться вновь в существо, не способное видеть и слышать, а затем умереть. С учетом этой информации тяжелый характер Яхве становится вполне объясним. Мотивация Яхве уже на этом моменте становится кристально понятной любому, кто аниме смотрит внимательно. Ну и в правильном переводе, естественно. Но мы смотрим сцену дальше. Ичибей подготовился и пришел на гангстерскую разборку с левой рукой короля душ, при помощи которой показывает Яхве, как было на самом деле. Тот видит, как его отец теперь запечатан в своем дворце, под самой надежной охраной из возможных. Именно на нем держатся все миры. Он не знал этого, ведь следующей фразой Ичибей раскрывает главную слабость Алмайти. Но они никогда не смогут смотреть сквозь короля душ. Яхве не способен видеть и, соответственно, изменять будущее самого короля душ, а также его полноценных частей. Олмайти банально не видит сквозь короля душ. Яхве абсолютно не видел своим всемогуществом ни левую руку короля душ, ни Ичибея, в чьем теле она была, иначе бы он просто не принял того, кто впоследствии запечатает его силу. Затем Ичибей лишает Яхве Алмайти в наказании за дерзость, покрыв того своего рода пеленой из вышеупомянутой руки, и уходит. В этот момент пазл в голове Яхве складывается, и он прямым текстом проговаривает свою цель. Вы же помните эту фразу Яхве? Где в 3 мирах можно обрести покой? Следовательно, чтобы обрести покой, ему нужно самому пробиться через всю эту охрану и самолично зарубить короля душ. Неужели он пойдет на отцеубийство просто из-за собственного страха умереть? Конечно же, не только поэтому, но сейчас я должен сделать важное отступление. Мир Блича — отстой! Определенно не самый худший мир для проживания среди всего аниме, но точно не один из лучших. Если мы возьмем для примера наш реальный мир, то у нас на выбор множество религий, которые утешают людей, смягчая их страх смерти. Во многих верованиях смерть — это не конец. За праведную жизнь человеку обещается рай, Джаннат, Вальхалла, Элизиум. Буддизм и индуизм, так или иначе, ведут человека к выходу из круга перерождения, то есть абсолютному спокойствию. Атеизм же не обещает ничего, просто безоговорочное завершение жизни, что тоже можно считать определенной формой спокойствия. Мир Блича же не таков. Здесь нет места, которое можно назвать раем, или места, где можно обрести покой. Кем бы ты ни был в мире людей из Блича, богачом или бедняком, если ты не попадаешь сразу в ад за грехи, то ты появишься в Рукангае, месте, где твоя душа будет бесцельно бродить, проживая жизнь в посмертии, ютясь в непонятных домах времен позапрошлого века с абсолютно чужими людьми. А где-то за стеной сидят шинигами, которые живут получше и жизнь у них поинтереснее. И самое отстойное,
что ты с этим смиришься и будешь жить так долгие годы, пока душа не одряхлеет настолько, что ты умрешь, рассыпешься и смешаешься с землей общества душ. Ну или те же самые шинигами по приказу Куроцучи Майори не убьют тебя просто потому, что баланс душ перекосился. И это если тебе повезло появиться в районе с цифрой близкой к единице. А если ты попадаешь в клаку 75-80 районов, то будь готов остаток времени драться за свою уже духовную жизнь и влачить жалкое существование. А потом ты снова родишься в мире живых, и так по кругу. Но вот тебе повезло. Ты умер, появился в Рукангая и имеешь крохотную духовную силу. Ты хочешь стать шинигами, учишься в академии, проходишь через множество изнурительных тренировок, дорастаешь до лейтенанта, учишь банкай, становишься капитаном, славно служишь на благо общества душ, а потом погибаешь достойной смертью в бою. И вместо почестей и отдыха за весь свой честный труд тебя отправляют в ад, где ты заперт навечно, не имея возможности обрести покой. То есть, как ни старайся, ты в любом случае попадешь в ад, пройдя через бесконечные циклы жизни, смерти и страданий. Я уже говорил вам, что мир Блича, установленный королем душ, отстой. И в отличие от нашего с вами мира, это реальность. Реальность, которую Яхве и желает изменить для себя, для Квинси и для всех остальных душ. Ну что? Теперь его план по исключению смерти из мира уже не кажется настолько злодейским. Но мы продолжаем повествование. Наш усач берется за дело, подготавливая новое военное подразделение — Штерн-Риттеры. И на их душах он гравирует специальные метки под названием шрифт. Такая связь наделяет Квинси еще большей силой и устанавливает более глубокую связь с Яхве. Понадеявшись на свою силу, с которой он побеждал других Квинси в мире живых, он отправляется в Сейрейтей, где встречается не с простыми катаномахателями, а с отпетыми головорезами, владеющими банкаями. Армия Квинси, очевидно, была слабо осведомлена о противнике, а отсутствие достойного ответа банкаям капитанов первого состава Гатей-13 завело его в тупик. Из-за этого он проигрывает подлому и коварному Ямамото, который нейтрализует императора Квинси. Удар его банкая был невероятно мощный, но, как мы знаем, на Яхве был покров из левой руки короля душ, аспекта прогресса и очень трудно убиваемой сущности, который смягчил удар, не позволив Яхве умереть окончательно. Безжизненное тело своего владыки Квинси прячут в тенях Сейрейтея и затихают на 1000 лет. Мы с Тадой полагаем, что именно в этот момент и сработало условие «твои глаза будут закрыты до самой твоей смерти». И будущий Пернида, также получив урон от севера банкая Ямамото, ослаб, отделился от тела Яхве и был запечатан цепями. Итак, получается следующая картина. Яхве запечатан и спит, набираясь сил. Все оставшиеся Квинси находятся в Силберне, в тени Сейрейтея, лишь изредка делая вылазки за пропитанием. Тем не менее, в мире живых все еще остались Квинси, которые не присоединились к Лихтрейху. Они живут своей отдельной жизнью и уже почти забыли о том, что когда-то был Яхве, но все еще передают частицы души Яхве своим детям. Так появляются чистокровные, Эхт, и нечистокровные, Гемишт, Квинси. Если верить легенде о запечатанном короле, которую передают из поколения в поколение Квинси Ванденрейха, через 900 лет начнет биться его сердце. Через 90 лет он обретет сознание. Через 9 лет обретет силу. И, наконец, через 9 дней он завоюет мир. Эти Квинси жили в безопасности. Чего не скажешь о Квинси мира живых, на которых Гатей-13 за 200 лет от текущих событий устроил большую охоту и практически уничтожил. Следующий этап нашего таймлайна — это 900 лет после его смерти. Примерно в это же время Айзен создал Вайзердов и начал приводить свои планы в действие. Еще через 90 лет спустя, обретя сознание, Яхве забирает силы у всех Гемишт Квинси, что приводит к смерти Масаки, матери Ичига, и Каная и Сокина Исиды, матери и деда Урю. Делает это Яхве с помощью своей техники Аусвелен. Не вдаваясь в пространное объяснение, Аусвелен — это техника, которая перераспределяет силы между всеми Квинси.
забирая силу у самых старых, слабых и недостойных, по мнению самого Яхве. В первую очередь под карающий свет священного отбора попали нечистокровные, Гемишт Квинси, а также ослабленные чистокровные. После смерти в их сердцах образуется тромб в виде сгустка белого серебра, который при контакте с Яхве кратковременно лишает его всех имеющихся у него сил. Это очень важный момент. Следующие 9 лет Яхве подготавливается ко вторжению. Он набирает новых Штернриттеров, гравирует на их душах шрифты, а также пристально следит за происходящими событиями. Он выучил урок тысячелетней давности, когда бросился, очертя голову на сообщество душ. Банкай и капитанов ГТ-13 представляли очень серьезную угрозу, но на счастье Яхве в игру вступает Айзен, который своими действиями раскрывает силы и способности ГТ-13, тем самым упрощая сбор информации, которая собиралась в Датен и доносилась до всей армии. Правда, за исключением тех техник, которые были применены вне Сейритея. Таким образом, каждый в армии, от простого солдата до Штернриттера, знал своего противника и понимал, с кем ему стоит сражаться, а с кем нет. Помимо шрифтов, Штернриттеры заменили устаревшую одноразовую технику Летштиль на более универсальный и многоразовый фольштендинг. С банкаями капитанов же предполагалось разобраться специально изобретенными медальонами, крадущими силу. Кроме того, жесткая муштровка рядового состава армии вторжения и на порядок лучшее управление войсками заставляла не сомневаться в успешности вторжения. Однако противника не недооценивали, ведь на стороне Шинигами существовали личности, способности которых могли перечеркнуть все планы Яхве. На них был сделан отдельный акцент, назвав их 5 особых военных потенциалов. Это Зараки Кенпачи, Ичиго Курасаки, Ичибей Хьосубе, Айзен Соске и Урахара Киске. Именно в таком порядке. Каждый из них обладал переменной, влияние которой было сложно спрогнозировать. Ведь глаза Алмайти, как мы знаем, все еще закрыты. Сила вернулась к нему, но пользоваться ей он не имел права. Иначе он потерял бы всех Штернриттеров, которые долгие годы становились сильнее ради своего повелителя. Наконец, все было готово ко вторжению. И первый удар наносится по Уэка-Мунда 10 июня 2003 года. Яхве во главе Ягд-Арме, армии вторжения, лично приходит к текущей правительнице Уэка-Мунда Тии Халибел и, не прибегая к Алмайти, повергает ее, забрав к себе в плен. Остальные аранкары были либо уничтожены, либо вынуждены присягнуть Яхве. Император мог выгравировать и на их душах шрифты, но не хотел, потому что считал своими детьми только Квинси, и только к ним он проявлял подобие заботы. Аранкары же считались расходным пушечным мясом. В любом случае, в грядущем мире бессмертия им не было места. Активное вторжение перекосило баланс душ, и Шинигами по приказу Майори пришлось уничтожить тысячи душ. Через 2 дня, 12 июня, один из аранкаров, Асгиара Эберн, посылается ко второму особому военному потенциалу, Ичиго Курасаки, но вместо того, чтобы просто наблюдать за его силами, решает проверить их в бою. Ему не удается ни победить Ичиго, ни украсть его банкай. Медальон попросту не сработал на нем. Одновременно с этим другая группа была послана в сообщество душ. Штернриттер О, The Overkill, Дрискол Берчи, используется Яхвачом как отвлекающий маневр. Он уничтожает больше сотни рядовых шинигами, усиливается от их смертей за счет своего шрифта и крадет банкай лейтенанта Сасакибе, тем самым подтверждая, что медальоны работают как надо, а затем пригвождает старого друга Ямамото к стене, прямо в тот момент, когда парламентеры Яхве во главе с аранкаром Людерсом Фриденом объявляют главнокомандующему шинигами войну, которая начнется через 5 дней. Получив информацию о том, что банкай ОВП номер 2 украсть не удалось, Яхве пытается разобраться в проблеме и приказывает Килге Опи собрать аранкаров для того, чтобы проверить, в чем причина. Тем временем Ичиго с Урахарой всю ночь идут через Гарганту, ищут Квинси и лишь на утро встречаются с Килге Опи, который моментально сообщает об этом. Таким образом, сразу 2 ОВП отбывают туда, откуда моментальное перемещение в сообщество душ затруднено.
Изначальный план Яхве состоял в том, чтобы дать сообществу душ время на подготовку, в которую включает в себя призыв Ичига на защиту. Тот неизменно придет помогать, и уже тогда, когда глаза Яхве откроются и Алмайти будет работать в полную силу, можно будет либо уговорить Ичига словами, либо силой подчинить себе. Затем спустится нулевой отряд, как это уже было с Соей Азашера, и победив их вместе с Ичига, согласным на все, либо же оглушенным, подняться наверх и уничтожить печать на самом короле душ. Яхве все еще не хватает сил на открытие своих глаз и доступа к Алмайти. Для этого надо провести еще один Аусвелен, но в данный момент разбрасываться еще не получившими боевой опыт Штормриттерами нельзя, ведь они станут сильнее, и лишь тогда священный отбор принесет щедрые плоды. Яхве понимает, что все идет не по плану, однако лучшего момента для удара по Шинигами и представить нельзя, поэтому он нарушает свое же обещание, и первое вторжение начинается ближе к полудню. Атака происходит не снаружи барьера, а непосредственно в самом Сейрейтее, где организованные шинигами мало что могут противостоять армии, которая готовилась к этому дню. За первые 7 минут погибает больше 1000 шинигами и 1 лейтенант. Следом сразу 4 капитана теряют козыри в виде банкаев. Все идет как нельзя лучше, но не имея силы Алмайти, Яхве осторожничает, и в качестве обманки руководит вторжением его двойник, Штормриттер Y, The Yours, Ройд Ллойд, который, переняв внешность, память и около 80% сил Яхве, сначала повергает Зараки Кенпачи, а затем сражается с главнокомандующим Ямамото, очевидно уступая тому в силе. Сам же Яхве в этот момент отправляется в Мукен, вскрывает вход и предлагает Айзену присоединиться. Но император просчитался. Пленник оказался очень своевольным и не желал видеть никого, кто стоял бы выше него. Короткий разговор для Яхве оказался затяжным из-за воздействия хитрого БДСМщика и продлился почти целый день, во время которого и длилось вторжение. Получив отказ, Яхве возвращается ровно к тому моменту, когда его двойник проиграл, крадет банкай, а затем добивает ослабленного Ямамото. Месть за поражение 1000 лет назад свершилась. Уже ближе к вечеру Ичига все-таки сбегает из клетки Килге Опи, приходя на бой с Яхве. И тут император понимает, что совершил ошибку. Килге Опи пробудил силу Квинси внутри Ичига. Яхве хотел сделать это сам, но позже. Делать нечего, он уже был готов забрать его с собой в Зилберн, чтобы провести сеанс психотерапии по-квинсевски. Но время близится к ночи, а ночью ему нужно спать. Поэтому он на время отказывается от своей мысли и уходит. Проходит 5 дней, 17 июня. До открытия глаз Яхве остался 1 день, но в планы снова приходится вносить корректировки. Хашвальд приводит к императору Исиду Урю, единственного гемишт Квинси, который выжил после Аусвелена 9 лет назад. Яхве понимает, что в нем есть что-то, что блокирует его силу. Узнать будущее при помощи глаз он не может. Поэтому перед строем Штормриттеров он назначает его своим преемником, мудро полагая, что после этого взгляды абсолютно всех будут прикованы к нему, и любое малейшее неповиновение сразу обнаружится. А когда задействуется Алмайти, любые уловки станут бесполезны. Из-за собрания второе вторжение откладывается и начинается ближе к полудню. Оно было таким же внезапным и таким же разрушительным, как и первое. Квинси полностью контролировали территорию бывшего Сейрейтея, вызывая опустошение в рядах противника. Пусть даже шинигами и вернули себе банкаи, это не сильно исправило картину в целом. Весь день Яхве просто восседал на троне и наблюдал за вторжением. Тут стоит уяснить природу такого невмешательства. Яхве старается не тратить силы на пустые бои, ведь с любым противником могут справиться его Штормриттеры. Если же они и проиграют, то в этом тоже нет ничего трагичного, ведь их души вернутся к императору с большим объемом знаний и опыта, то есть будут сильнее, чем без боя. Именно в этом кроется главная беспроигрышность плана Яхве. Неважно, победят во вторжении его войска или проиграют, он в выигрыше в любом случае. Главное, просто не проиграть с разгромом до включения Алмайти.
чего не происходит. Собственно, поэтому проигравших Штормритеров и казнит Хашвальд. Они ранены и измотаны. Как бойцы они бесполезны. Поэтому их можно просто пустить в расход в качестве топлива для пробуждения Алмайти. Последний бой этого дня — Рейнджи против Маскулина, после которого Яхве засыпает и возвращает к себе все души погибших Квинси. Осталось только выманить нулевой отряд и Ичиго. Все идет по плану. Следующий день, 18 июня, день открытия глаз. И Яхве улыбается удача. Ичибей Хьосубе решил самолично разобраться с дерзким усачом и отправил вниз Куросаки Ичиго, оголив барьеры дворца. Ичиго рано или поздно придет спасать весь мир. Яхве знает об этом из Датен. Именно поэтому он не пытается с ним ничего сделать и спокойно поднимается наверх в столбе света. Через пару часов откроются глаза, и тогда он будет всесилен. Прибыв на место, завязывается битва с нулевым отрядом. Яхве совершенно не беспокоится об исходе сражения своего Шутштафеля, ведь после Аусвелена они все равно воскреснут. Единственный, кто представляет угрозу, это Хьосубе Ичибей. Казалось бы, сейчас можно высвободить Банкай своего заклятого врага, но нет. Мощь Банкая старика уже не нужна. Алмайти в разы сильнее него. И после небольших танцев с Ичибеем последний лишает Яхве половины сил. Если в манге применялся какой-то непонятный ритуал по их восстановлению, то в аниме все намного логичнее. Пришло время Аусвелена. Еще одного раунда священного отбора. На этот раз лишались сил и жизни все Штормритеры и солдаты, и их сила перераспределялась на Яхве, Хашвальта, Урю и Шутштафель. Именно поэтому они усилились настолько, что их пришлось побеждать Банкаем Шутары. И именно в этот момент у Яхве пробудилась его козырная карта — Алмайти. Весь мой пересказ событий от лица Яхве был сделан лишь для того, чтобы вы поняли. Яхве не видел будущее до мельчайших деталей еще с момента встречи с Ичибеем. Он сам лично воплощал в жизнь песнь о запечатанном короле Квинси. После 990 лет ожидания, последние 9 лет проходили в тщательном планировании вторжения, а когда судьба подкидывала неожиданности, Яхве принимал решение так, чтобы нужные события происходили в определенный момент. Поэтому, даже получив Алмайти обратно, он не стал включать свои глаза до самого последнего момента, когда Ичибей стер его имя и нарек муравьем. Это подтверждается его собственной фразой. Удивлен, что все увидел, хотя даже не открыл глаза. Затем проявляются двухзрачковые глаза видящего будущее. От пробуждения своего короля Шутстафель также становится сильнее и вызволяется из Банкая Шутары, а Урю добивает Ткачиху. Сам же Яхве сначала уклоняется от ударов Ичибея, используя Алмайти, как бы разминая мышцы, а затем и вовсе меняет будущее Ичибея на то, в котором тот умирает, развалившись на части, именно там, где нарекал, что одолеет его, тем самым исполнив свое же предсказание. Теперь больше никто не стоит между ним и королем душ. Ну, кроме Ичиго с компанией. Поднимаясь наверх, Ичиго приходят видения от короля душ. О том, кем был Яхве и как король разделил миры. Яхве наблюдает эти видения вместе с Ичиго, понимая, что ему скоро предстоит сделать выбор. Тот самый выбор, который он хотел заставить Рыжего сделать еще тогда, после победы над Генрюсаем. Он хотел показать Ичиго несправедливость мира, несправедливость короля душ по отношению к Квинси и убедить принять его сторону. Но вот они встают друг напротив друга. Яхве на время отключает Алмайти и дерется с Ичиго по-честному. Зачем? Очевидно, чтобы протестировать его силу и выбор. Проверить, хватит ли ему силы взломать печать на короле душ или решимости не принять его сторону. Когда же Ичиго дает достойный отпор и дает понять, какую сторону он принял, Яхве ничего не остается, как открыть глаза и показать все, на что он способен. Заметьте, в этом моменте он даже на короткое время подчиняет Ичиго, как это было с Ичибеем, но отпускает.
Это было сделано для того, чтобы проверить, сможет ли Яхве подчинить тело Ичиго и заставить разбить печать на короле. Рыжий же не ведется и стойко стоит на своем решении. Дальнейшие их диалоги в 28 и 29 сериях бессмысленно пересказывать. Именно в них он четко изложил свою мотивацию, которую никто не понял. Теперь, с учетом данного мной бэкграунда, вы можете их пересмотреть и сами убедиться в прозрачности его слов. Это будет ваше домашнее задание. Итак, давайте подытожим все, что я рассказал, чтобы у вас отложилась правильная картина в голове. По какой причине Яхве решил разрушить 3 мира и создать единый мир без концепции смерти? Первая мотивация. Он не хочет обратно превратиться в недееспособное существо, а затем умереть. В мире без смерти этого не произойдет. Вторая мотивация. Его дети, Квинси, не встроены в систему, созданную королем душ. Пока шинигами, люди и пустые находятся в балансе, Квинси своим существованием только ломают миры. Они даже не могут самообороняться от пустых, не ломая баланс душ. Король душ видел все, что произойдет. Видел рождение своего сына и целую расу угнетенных, но ничего с этим не сделал. И, наконец, третья мотивация. В мире, в котором не будет смерти, люди перестанут ее бояться, а души никогда не попадут в ад. Ад не принадлежит к 3 мирам, он чужд им. Когда жизнь и смерть сольются, тогда живые встретятся со своими умершими друзьями, родственниками, родителями. И это все благодаря Яхве, императору Квинси и главному герою аниме и манги Блич. Если вам понравилось, то вы можете поддержать меня на Бусти. Или же поставить лайк и написать комментарий о том, как вы относитесь к Яхве. Или же задать вопрос. 30 декабря мы с Тадой проведем стрим, на котором ответим на самые популярные из них. Ну а если вы хотите поподробнее узнать про различные техники Квинси и непосредственно силу самого Яхве, которой он обладал, то можете перейти по ссылке на мой канал, где я, скорее всего, уже выпустил видео, в котором как минимум разбираю что-то из этих техник. Ну, а Стива я благодарю за то, что он приютил меня у себя на канале. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока.